Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на первую декаду ноября для знака зодиака Рыбы. Давайте посмотрим, что вас ожидает с 1 по 10. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также получим советы, предупреждения. Ленорман покажет сюрприз, неожиданность. И в конце расклада у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Так, что ожидает рыбок с 1 по 10 ноября? Что у вас будет происходить в начале ноября? Ваш настрой, ваши ожидания. Ух! Вы так будете действовать стремительно. А что вас ждет в личных отношениях? Первая карта, у кого не есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Ну, у нас тут старшие арканы пошли. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Так, ну 10 дней для вас важные. 4 старших аркана. Так, финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? Еще один старший аркан. Совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, рыбки. 1-10 ноября. Что нам покажет Ленорман? Вы знаете, у всех ключ выпадает. Как интересно, да? Да. Смотрите, ключ — это всегда решение какого-то вопроса. Это какая-то цель, к которой вы долго шли. Это может быть связано с вашими планами, мечтами, задумками, намерениями. Кубики всегда говорят, или это вот удачный шанс, и им надо воспользоваться, или это риск. То есть для того, чтобы решить какой-то вопрос, вот открыть какую-то клетку, может быть, выйти из какой-то стесненной ситуации, вот для тех, кто в отношениях повешенный, для этого вам нужно будет воспользоваться вот или удачей, или вот рискнуть. Ну, это к лучшему. У вас 2 карты звезды. Это, скорее всего, произойдет ближе к концу этих 10 дней. Вот в начале ноября рыцарь мечей. Да, во-первых, это могут быть какие-то известия, сообщения, которые заставят вас ринуться куда-то в дорогу, в путь. Может быть, для того, чтобы решить какие-то вопросы. Для кого-то может быть неожиданная поездка. Может быть, нужно будет оказать кому-то помощь. Вот вам человек звонит, не знаю, там мужчина меня смотрит, друг звонит, колесо пробил, да, вот приезжай, помоги. Еще у нас рыцарь мечей — это или защита, или нападение, которые могут привести к конфликту. Это какая-то ситуация, которая вызовет у вас напряжение. Может быть, карты говорят, для того, чтобы решить какой-то сложный вопрос, вам нужно будет пойти на компромисс. Но вот по рыцарю мечей какие-то события, они всегда несут стремительный характер. Давайте мы уточним, с чем он у вас связан. Вы так будете действовать напористо, вот, воплощать какие-то свои идеи, мысли. Кому-то, может быть, донося свои мысли, ну, может быть, чуть напористо, да? Или наоборот, вас кто-то будет пытаться втянуть в конфликт. Ну, война здесь, да. Война, разбирательства какие-то. Тут мечи летают, вороны летают, тут перья во все стороны. Давайте еще одну карту. Не знаю, с кем вы здесь будете так. Ну, вы победу-то одержите. Да. Вы в этом конфликте, в войне одержите победу, или все-таки вы постараетесь, победу одержите над собой и постараетесь не втянуться вот в этот конфликт. Мечи — это не ваша масть. Ваша масть — это кубки.
Да, вы эмоциональны, вас легко вывести на эмоции. Но вот я говорю, здесь или вы все-таки справитесь с этой ситуацией, в любом случае вы этот вопрос решите. Давайте посмотрим для тех, кто в отношениях. Может быть, это что-то происходит в отношениях. Старший аркан повешенный может говорить, что кто-то из рыбок сейчас втянут в любовный треугольник, или у вас отношения с несвободным человеком, или вы в браке, ваш партнер-партнерша нашел себе кого-то на стороне. Здесь есть какая-то подвисшая ситуация. Если вы этот треугольник создали, то карта говорит, долго на двух стульях вы не усидите. Вот может быть какая-то ситуация выйдет наружу, и нужно будет как-то с ней бороться. Также это может быть решение каких-то вопросов, которые очень затянулись. Вот что-то у вас подвисло. Давайте мы уточним, да. Не движется что-то. Ключ. Ключ открывает дверь. Это может быть подвислый вопрос с жильем, строительство, ремонт. Повешенный говорит о том, что если кто-то тут, может быть, строил дом или хотел улучшить свои жилищные условия, то вот это, то, что сейчас происходит, вот эти бешеные цены на стройматериалы, не дают вам реализовать. То есть вы понимаете, что вы можете угробить массу денег. Также восьмерка может говорить о переходе ваших отношений, то есть вот через какие-то конфликты, войну, на более высокий уровень, более стабильный. Может быть, еще здесь нет любовного треугольника, а просто кризис у вас в отношениях, то есть нет развития, есть какие-то обязанности, которые вас угнетают. Ну вот, может быть, вот через этот конфликт, донесение своего слова, наконец-то вы внесете в ваши отношения вот какую-то свежую кровь, и это восьмерка — это обновление. Может быть, это еще победа над соперниками, или кто-то вот вклинился в ваши отношения. Это именно преодоление этих трудностей. Так, сейчас. Я больше думаю, все-таки это связано с жильем. Подвисли какие-то вопросы, но ключ-то вы подберете, вы вопрос этот решите. Да, может быть, что-то затянулось. Может быть, у вас какие-то наследственно-судебные дела. Или подали документы на ипотеку, и вот тянется, никак этот вопрос не решается. Или вы ждете какую-то помощь, финансы от кого-то. Или еще, знаете, выполнили какую-то работу, а человек тянется с деньгами. Это через конфликт, через, может быть, нападение или, наоборот, угрозы какие-то, что я подам в суд. Человек наконец-то выплатит причитающие вам деньги. Ну, здесь какая-то то ли рутина, то ли кризис в отношениях. Так, маг. Да, но в любом случае здесь то ли вам нужно какого-то специалиста. Так, я уже уползла вниз, и вам не видно. То ли вам нужно какого-то специалиста найти, который этот вопрос решит. Маг — это всегда человек высоких знаний уровня. Может быть, это адвокат, судья, нотариус. Или ваши активные действия помогут вам выйти из какой-то сложной ситуации. Тут еще, может быть, с кем-то нужно будет составить какие-то переговоры. Если, например, вы ждете одобрения ипотеки и затянулось, тут вам нужно самим проявлять активность, да, идти напористо, может быть, выяснять, почему вам там задерживают или почему откладывают этот вопрос. Тут больше как бы карта говорит, мужчина должен действовать вот в этом вопросе. Да, рыбульки, что-то у вас здесь все сложно. Но в любом случае в конце 10 дней у нас и тут звезды. Будет шанс вам решить этот вопрос наконец-то. Может быть, при помощи какого-то короля еще. Это может быть родственник для женщин, может быть, это ваш возлюбленный. Или какой-то человек, который хорошо к вам относится. Может быть, это друг семьи там, или родственник. На его помощь вы можете полагаться. Хорошо. Запутанная какая-то ситуация. Вот он повешенный говорит, что какая-то путаница. Или сами разбирайтесь, или к кому-то обращайтесь.
Хорошо, для тех, кто в поиске. Вы знаете, иерофант может говорить о знакомстве в каких-то группах. Это может быть, вот как здесь на карте, занятия йогой, какими-то духовными практиками. Может быть, там, где вы будете учиться, я хочу уточнить иерофанта, она же может показывать, что вы сейчас пока не готовы к новым отношениям. Может быть, реально вы занимаетесь своим духовным развитием, повышаете свои вибрации. И, конечно, тогда в вашу жизнь приходят совсем другие люди. Хотя вот по ключу здесь может быть удачное знакомство, но это очень важный для вас будет человек. Как правило, ключ показывает это судьбоносные кармические отношения. Но это не тяжелая карма, потому что звезда — это, наоборот, надежда на любовь и счастье. Давайте мы уточним иерофанта. Тут я, как сказала, тут двояко. Кто-то сейчас пока не готов к новым отношениям, у вас идет переоценка ценностей. А двойка — это когда человек стоит и думает, что он хочет получить от любви, нужна ли она пока ему. У кого-то может быть знакомство через интернет. Вот король жезлов для женщин может прийти, да? Опять же, человек показывает на земной шар. И звезды говорят о общении через коммуникации. Но это что-то дальнее, да, человек далеко. Здесь сомнения, вступать, не вступать в эти отношения, а что меня ждет, если там человек где-то за океаном. Для женщин королева мечей может показывать, что вы разведены или вы вдова. Может быть, вы уже привыкли жить в одиночестве, решать вопросы сами. Поэтому здесь и будут сомнения. Еще для кого-то может быть знакомство, но сложные отношения со свекровью или тещей. То есть чья-то мама может вас не принять. Почему я говорила здесь, да? Конфликт, война, выяснение отношений. Ну, победу вы одержите. Победу вы одержите. Вы можете победу одержать над собой. Но если вы не сошлись характерами, значит, нужно отдаляться. Жить отдельно. Ну, хотя бы попытаться это сделать. Или вы все-таки найдете подход к этой даме. Но сложно будет. Ну, или карта говорит, победите себя. Да. Но отношения судьбоносные. Это важный для вас человек. Хорошо, работа, карьера, бизнес, старший аркан, отшельник. Это работа на себя. Это или свое призвание. Может быть, давать какие-то консультации. Кто-то, может быть, из рыбок работает преподавателем. Какие-то курсы ведете, тренинги. Может быть, опять же, работа связана с какими-то духовными практиками. Потому что отшельник, как правило, человек, который помогает другим найти выход из каких-то сложных положений. Может быть, это психолог, психотерапевт, целитель. То есть это быть хорошим советчиком для других. Да, может быть, это еще юридические какие-то консультации. Но здесь вы идете по своему собственному пути. Для тех, кто в поиске работы, здесь старший аркан справедливость. Если вы ищете на кого-то, да, есть шанс подписать трудовой договор, найти работу. Может быть, вот обойти каких-то конкурентов, может быть, вас вызывают на собеседование, ну, какое-то прям уж совсем агрессивное. Или знаете как, вы едете, да, вам звонят, давай приезжай, у нас сегодня там отбор. Может быть, пятерка говорит, не суетитесь, чувствуйте себя уверенно, вас примут на эту работу. Но покажите, да, все, что вы умеете. Если вы хотите начать что-то свое, здесь карта говорит, взвесьте все, ваши возможности, ваши желания, ваши ресурсы. Может быть, еще проконсультируйтесь с кем-то, как там по закону, или если вы хотите, например, фирму открыть,
поддержку, например, там у каких-то консультантов юридических, там бухгалтера, какую форму, например, собственности, да. И если уж вы приняли решение, что да, вы сможете, а вы сможете, может быть, даже нужно будет рискнуть, то карта говорит: начинайте, но берите ответственность на себя. Но больше, я думаю, здесь как подписание важных документов, юридических, договоров. Опять же, если что-то подписываете, если сами не очень в этом разбираетесь, то получите от кого-то консультацию. Ну, например, у юриста, прежде чем подписывать. Финансы. Здесь восьмерка жезлов. Да, здесь приход каких-то денег, может быть, которые вы ждали. Это денежные переводы. Еще это продвижение по карьерной лестнице, решение каких-то вопросов. Вот я говорила, здесь, может быть, вы кому-то работу выполнили, человек тянется с оплатой, да, но здесь нужно будет с ним поругаться, и тогда вы свои финансы получите. У кого-то здесь получение работы, естественно, открывается новый денежный канал. Может быть, это помощь или поддержка, или, может быть, от какого-то короля жезлов. Ну, может быть, человек где-то от вас далеко находится. Или это кто-то вам отдаст долг, если должны были. Ну, или помощь. И в конце 10 дней у вас ложится старший аркан звезда. Звезда всегда символизирует мечты, надежды человека. То есть жизнь налаживается. Вы идете в верном направлении. Да, может быть, по этой карте вы прошли какие-то испытания. Но тут самое главное: идите к своей цели, не сворачивайте с этого пути и не торопите время. Карта говорит, что все трудности, все проблемы, которые у вас были, вы их решите. Тут или вам нужно будет рискнуть, или просто вот так сложатся обстоятельства, удача на вашей стороне, что вопросы вы эти решите. Да, вот эта карта говорит тоже как совет. Может быть, в каких-то вопросах вам нужно действовать решительно, смело, и король жезлов, он не боится рисковать. Он просто уверен в своих силах. Вот, может быть, вам нужно действовать так же. Ну, или полагаться на помощь такого человека. Хорошо, рыбульки, давайте получим совет от оракула «Магические врата». Рыбы, первая декада ноября. Следуй за своим счастьем. Моя душа поет от радости. Давайте я вам прочитаю. Делайте то, что доставляет вам радость. Веселитесь и забавляйтесь. Чтобы расти и развиваться, совсем не обязательно страдать. Более того, когда вы делаете то, что диктует вам душа, это всегда несет радость. Сделайте шаг к тому, чтобы расширить свою радость. Не обязательно делать все необходимое сразу, но нужно хотя бы начать. Хорошо, давайте посмотрим, что нам скажет маятник. Рыбы. Маятник, ответь, пожалуйста, рыбкам. Первая декада ноября, на их запрос, да или нет, о чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Вот так у нас с вами получился прогноз. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. А я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего.